Друзья, всем привет! Давно не смотрели про видеонаблюдение. И сегодня я хочу вам рассказать вот про такую вот новую камерку, которую я приобрел на Алиэкспресс. Поехали! Итак, что же это такое? Как видите, первое, что бросается в глаза, я закупаю камеры у одного и того же продавца Anbiux на Алике. Сменился дизайн коробки. Если раньше коробочки были вот такого вот зеленого цвета, то стали они синими. Ну, посмотрим, какая же будет разница в функционале, ведь это для нас самое главное. Итак, что мы купили? Что внутри? Это беспроводная поворотная Wi-Fi камера, как обычно, которую мы любим, на 3 мегапикселя. Моделька у нас идет А28 на 3 мегапикселя EU. То есть с евро-розеточкой. Внутри у нас идет, как обычно, инструкция на английском языке. Тут подробненько все рассказано, показано. Блок питания для камеры. Элементы крепления. Комплект герметизирующих втулочек и прокладочек. И сама камера. Самое интересное. Вот так выглядит все это дело. Как видите, новенькая модель с кучей светодиодов. Как инфракрасных, так и обычной подсветки. С двумя антенками. И гнездом под LAN кабель, если у нас нет Wi-Fi. Конечно же, с Wi-Fi антеннами и питанием. Что самое первое бросается в глаза, это количество светодиодов на передней панели данной камеры. Они здесь, конечно же, визуально хорошо отличаются. Есть инфракрасные светодиоды, есть обычные светодиоды. Если в предыдущих моделях, которые я покупал, светодиоды были большие, и их было там условно 6 или 8 штук, то здесь множество и маленьких. Что с одной стороны хорошо, потому что если там 1-2 светодиода выйдут из строя, этого можно даже толком и не заметить. Но с другой стороны, очень интересно, с какой же мощностью они будут светить. Лучше это или хуже. Мы это обязательно проверим далее. Что по конструктиву? Данная камера оснащена 3-мегапиксельным сенсором. Как обычно, она у нас вращается влево-вправо, вверх-вниз. Все эти вещи мы можем управлять, конечно же, удаленно. По телефону, либо по компьютеру. 2 антенки по Wi-Fi. Сзади у нас идет динамик. Спереди у нас идет, здесь сверху видно, микрофон. Данная панелька — это просто декорация. На самом деле она не сквозная. С другой стороны, это очень хорошо. Вода проникать не будет. И слот под SD-карточку. SD-карта, кнопка сброса. И видно, что китайцы работают. Постепенно прогрессируют в данных камерках. Теперь здесь не просто резиновая заглушечка, а идет вот такой вот как бы бортик, и в резиновой заглушке вырезан паз под этот бортик. При закрывании все очень хорошо герметизируется, и это плюс. Влага и вода вовнутрь не попадет. Значит, камера будет жить, назовем это так, дольше обычного. Хотя такие камерки у меня стоят на даче, и, между прочим, за почти уже 2,5 года ничего с ними не случилось. Но они у меня висят над крышей. Напрямую вода на них не капает. Поэтому долго и живут. Ну а теперь давайте подключим нашу камерку и посмотрим, на что же она способна. Какой у нее внутри зашит функционал. Инструкция нам говорит о том, что камерка работает с нашим любимым приложением ITC. Очень удобное, хорошее приложение. Как для Android, так и для Apple смартфонов. И, конечно же, попробуем подключить ее к компьютеру через программку CMS. Ведь там можно сделать гораздо больше тонких настроек. Еще небольшой совет. Перед первым подключением всегда лучше скидывать камеру. Очень многие люди в комментариях при покупке таких камер начинают жаловаться о том, что они пытаются подключить камеру, камера не читает QR-код, ну или что-нибудь в этом роде, и они не могут подключить камеру к своему смартфону. Возможно, китайцы перед отправкой их проверяют и уже подключают на какой-то свой тестовый аккаунт.
Поэтому не забываем открыть заглушку и вот этой вот кнопочкой, удерживая ее 10 секунд, сначала скинуть камеру, а потом ее уже подключать. Очень простая операция, но у многих без нее возникает куча проблем. Итак, дорогие друзья, подключаемся к нашей камере. Как подробно подключаться, делать разного рода, настраивать само мобильное приложение, камеру в мобильном приложении, настраивать разного рода письма на электронную почту, видео на FTP сервер и кучу-кучу всего. В этом видео я подробно рассказывать не буду. Об этом подробно рассказано вот в этом плейлисте. Кому будет интересно и полезно, переходите по ссылочке. Там все это в подробностях расписано. Изучайте, настраивайтесь. А сегодня я расскажу, что умеет данная камерка. Итак, мы подключились к нашей камере и видим, что данная камера работает с нашим любимым приложением ITC. Ничего выдумывать не нужно. Приложение работает из коробки, просто качается с Play Market. Подключаем к нему камеру и по возможностям данной камеры видим в основном меню полосочку микрофон, это можно говорить в камеру, динамик, то есть можно слышать, что происходит на самой улице, переключение изображения Full HD и SD, это зависит от качества вашего интернета и сети. Можно в моменте записать быстренько видео, либо сделать фото и поуправлять нашей камерой. Как видим, сразу здесь написано, что данная камера у нас поддерживает автотрек. Можно включить, чтобы она следила за движущимся объектом. Также у нее есть функции круиз-контроля по точкам. То есть можно задавать определенные точки и запускать круиз-контроль, чтобы камера сама вертелась, крутилась и смотрела в заданное положение. И давайте пробежимся по основным настройкам. Все стандартно. То есть название камеры, язык устройства и меню, разного рода калибровки. То есть перевернуть изображение, наклон влево-вправо. Все зависит от того, как вы повесите свою камеру, в каком положении она будет висеть. По памяти, как я уже говорил, данная камера поддерживает SD-карточки micro SD-карточки до 128 гигабайт. Сейчас стоит на 32. По настройкам записи можно поставить разную длительность, разное качество, также писать с аудио, без аудио. Опять же, можно зайти в дополнительные настройки и увидеть, что данная камера поддерживает разные кодеки записи. Самый продвинутый 265, также и старые 264 плюс и 264. От кодеков будет зависеть объем видео, который хранится, именно его размер, который хранится на нашей карте. По умной тревоге здесь все так же, как и в других моделях данного производителя. Есть режим детекции человека, Human Shape Detection, который настраивается с разной степенью чувствительности. Ставьте всегда на средний. На низком, скажу честно, ловит плохо, а на высоком постоянно будут ложные срабатывания. Будет срабатывать даже на птиц и котов. Поверьте, проверено. Если кому-то интересны облачные хранилища, то скажу сразу. В данном случае облачное хранилище стоит денег. И причем денег немалых. Как вы можете видеть, хранение тревожных видео в течение 3 дней, допустим, на год, стоит $50. В течение 7 дней на год $59. Есть вообще для бешеных тарифы по 150, по 250, почти по $500 на разное количество дней на год. Поэтому, если хотите облачное онлайн-хранилище, придется заплатить. Но мы можем сделать FTP сервер и будет литься туда обрывками видео и фотографий. Этого выше крыши. Если мы зайдем во вкладочку об устройстве, то мы увидим, что версия устройства у нас R80X30PQ, версия программного обеспечения из коробки и еще разного рода настроечки. Что касается подсветки. Здесь мы можем видеть изображение, как камера работает при обычном дневном освещении. Выключаем свет в комнате. И вот у нас заработала ИК-подсветка. Как видим, в полностью темной комнате камера отлично освещает и отлично видит.
поэтому с ночным видением можно не беспокоиться. А вот что мы увидим, когда на камере включится прожектор. Обычная светодиодная подсветка. Комната полностью освещена, все вполне достаточно хорошо видно. Камера переходит в цветной режим. И через непродолжительное время, если нет лишнего движения, камера обратно переходит в режим ИК подсветки в черно-белый режим. Все работает как надо. Вот как расположены на этой камере инфракрасные светодиоды. Сверху и снизу. Обычные же диоды расположены слева и справа. И как видим, и одних, и других достаточно большое количество. Итак, следующее, что нас интересует, это тонкие настройки данной камеры. Посмотрите, на что же она все-таки способна. Какие у нее есть встроенные возможности, которые мы не можем включить через приложение ITC на мобильном. А можно это сделать через приложение CMS, которое можно установить на компьютер. А для этого мы подключаемся к нашей камере, либо по IP, либо по Cloud. Как это делать, я опять же рассказывал в предыдущих роликах, сегодня об этом подробности не будет. Заходим в конфигурацию устройства и первым делом проверяем компрессию. Для того, чтобы посмотреть, а не обманул ли продавец. И что мы видим? То, что продавец нас не обманул. Камера может писать как в 720p, так в Full HD, так и в 3 мегапикселях. И при 3 мегапикселях мы имеем максимальный FPS в 25 кадров, что вполне достаточно. Как видим, камера хорошая. Дальше мы зайдем в службы, ведь самое интересное у нас еще и здесь. И что мы видим? То, что у нас есть и отправка на email, и DDNS, и отправка видео на FTP сервер, и облако. Поэтому полный комплект, все, что нам нужно, тут есть. В принципе, камера без обрезанного функционала, с ней все окей. Можно смело брать и пользоваться. И также, что касается еще самого видеофайла, который был снят с флешки данной камеры. Как мы видим, что камера пишет в разрешении 2288 на 1288, это 16:9, то есть есть 3 мегапикселя в нашем случае. В настройках стоит стандартные 12 FPS, хотя можно ставить до 25. Битрейт стоит на VBR, его можно тоже регулировать, можно ставить больше, но тем самым будет видео завешивать на карте гораздо больше. Здесь вы можете видеть как кодеки, так и всю техническую информацию по файлу, который пишет данная камера. Вот такая вот интересная штука, дорогие друзья. Стоят они недорого, в среднем это где-то от 30 до 50 долларов, в зависимости от комплектации, от вида сенсора. Напомню, могут они быть именно эта модель, как на 3 мегапикселя, так и на 5 мегапикселей. И, соответственно, поддерживают карты памяти до 128 гигабайт. Поэтому, если вы заботитесь о своей безопасности, или, как я, допустим, хотите где-то наблюдать за дачкой и так далее, то эти игрушки очень даже хорошая тема. В целом, про эту камеру все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, ссылочки на все эти вещи и на полезные примочки, как POI-переходники или удлинители, я оставлю в описании. Переходите, смотрите. Ну а так, до следующих видео. Всем пока!